часто спрашивают, а как вы вот знаете, откуда вы знаете? Я очень долгое время работала с женщинами и сейчас работаю, но сейчас больше с мужчинами. Я хочу сегодня на примере одной моей клиентки рассказать о том случае, когда супруги не могут помириться. Одним из этапов является, когда человек сразу понимает, что вот почему в жизни такой трэш. Он потихоньку берет на себя ответственность, что проблема не только в муже, что все кругом там плохие, проблемы и в самом человеке. Последним этапом является, когда человек может об этом как-то вот открыто сказать, о своей проблеме. Не все могут об этом сказать, скажем так, и возможность не всегда есть. Кто-то пишет сторис в Инстаграм, но часто они пишутся вот с таким акцентом, что вот я оказался или я оказалась жертвой каких-то обстоятельств, плохих людей, вот меня здесь поиспользовали. Постепенно приходит понимание, что, возможно, человек своим поведением, своим отношением, своей претензией к миру как-то провоцировал окружающих на такое к себе отношение. Сейчас я работаю с женщиной, ей 32 года. У нее было 2 сложных развода, отношения не ладятся. И мы с ней договорились, что она пишет свою историю в письме, а я ее зачитаю. С одной стороны, она сохранит анонимность, с другой стороны, это позволит ей понять очень многие вещи, которые вот она предпочитала закрывать глаза. Я все-таки надеюсь на ваше понимание вот этого письма, я его сейчас прочитаю. После того, как от меня сбежал мужчина, который 2 года так меня добивался, после первого свидания я поняла, что во мне что-то не так. А ведь всю жизнь, мне сейчас 32 года, я пыталась их переделать. 2 бывших мужей и вообще всех мужчин, которые мне попадались, реальных и виртуальных, из Баду, Бара, вообще всех. Анализируя свои отношения, я могу сказать, что мужчины в моей жизни были разные, но я всегда была одинакова. Мне всегда было что-то не так. Первый должен был бросить пить. Я его переделывала. Второго нужно было постоянно поддерживать и верить в него, что у него все получится. На работе, что он дом построит, что он супермен. Но мне важно было, чтобы он менялся ради меня. И так, как я считаю нужным. Потому что я знаю лучше. Мне необходимо было его немножко подкорректировать. И я это проговаривала им обоим. Ну, это мягко сказано, проговаривала. Естественно, я требовала этого. Страдала, что они никак не переделываются. И считала, что это все потому, что они меня не любят. Говорила, но это так же просто. Сделай то, о чем я прошу. Моя история кратко такова. Папа рано умер, но это со слов мамы. Иногда мне кажется, что папа бросил маму, когда она была мной беременная. Я никогда не видела папу даже на фотографии. Я не знаю, что такое папа. Маме было тяжело, поэтому она оставила меня годовалую с бабушкой и вместе с сестрой уехала устраивать личную жизнь. Я всегда ревновала старшую сестру к маме, потому что она жила с ней, а я была всеми покинута. Даже отца своего не знаю. И вот эта покинутость отцом еще до рождения, мамой ради лучшей жизни преследовали меня всю жизнь. Я всегда искала того, кто мог бы меня как-то пожалеть, защитить, кому я буду нужна. И за это я была готова быть верной ему до конца жизни. Мой первый муж был алкоголик. Но тогда я этого не видела и не понимала. Это был мой первый парень, первый мужчина. Мне тогда было 17 лет. Мы клялись друг другу вечной любви. У нас были свои секретики и приколы. Мы жили одним днем. Всегда было весело. Он душа компании. Всегда дела, пацаны, ну и, конечно, алкоголь. Очень быстро спился. Я даже не заметила, как он стал бухать в одиночку, разговаривать сам с собой с телевизором. Обещал бросить пить. Честно бросал. Сразу держался пару месяцев, потом несколько недель, пару дней. Я ушла от него тогда, когда он не мог не пить ни одного дня. Как минимум бутылка пива. И в доме постоянные скандалы. Я не могла уйти в никуда. Больше всего в жизни я боялась остаться одной, что меня бросят. Поэтому, пока мой первый муж бухал, случайно познакомилась в интернете с интересным мужчиной. Это даже не сайт знакомств, и меня это очень подкупило. Мы сразу нашли общие интересы, у нас было высшее инженерное образование, я знала сопромат. Это его покорило, даже больше, чем моя внешность. А меня это тоже подкупило. Обычно мужчины мне в глаза не смотрят, так и остаются на уровне груди. А этот влюбился в меня, как в человека. Не в сиськи, а в человека. Он даже в самом начале разговаривал со мной как с человеком. Мы переписывались часами. Он только расстался с женой, даже расставался. Я поддержала его во время развода. Он меня всегда хвалил, что я такая внимательная, заботливая.
Сравнивал меня с бывшей, говорил, что на меня можно положиться. Я его стена, на которую можно опереться, что только со мной можно строить жизнь, планы, дом строить. Это очень тешило мое самолюбие. Я, не думая, развелась и переехала к нему. У него была своя квартира, он хотел детей, семью, начал строить дом. Мы поженились практически сразу. Жили идеей дома. Денег катастрофически не хватало даже на еду. Самые дешевые по акции. Мы никуда не ездили. Он кормил меня завтраками, подожди еще чуть-чуть. Дом достроим, ты же знаешь, мужчине нужно построить дом, вырастить сына, посадить дерево. Я всю жизнь жила его идеями и смыслами, его жизнью. И вся семейная жизнь была связана с постройкой дома. Это был наш дом. Но юридически это был его дом, поскольку начал строить его до брака. Когда дом построили, я ушла. Я ушла из дома, ради которого так много страдала. Было так много лишений. Я даже колготки не могла себе позволить купить. Почему ушла? Муж хотел детей, а я не хотела детей вообще, а от него тем более. Я прекрасно понимала, что с детьми мне будет сложнее уйти. Я не видела смысла, у меня не было сил. Но мужу я сказала, что я больше его не люблю. Но на самом деле причина была в другом. Я не могла с ним больше жить, потому что я его не то что больше не люблю, я его вообще никогда не любила. Я просто пристроилась к нему от безысходности, а он ко мне. Его бросила жена, с мамой были нелады. Я в одном лице была для него и мама, и жена, и подружка. Мы приросли друг к другу. Мне реально стало с ним рядом даже тяжело дышать. Очень хотелось побыть одной. А он, как назло, постоянно требовал внимания. Я ехала домой 2 часа, только чтобы быть меньше времени с ним. А он вдруг мне бац, сюрприз, встретит с работы. Для меня это сплошной ад. Еще час слушать его болтовню в машине. Или такси закажет, типа подарок. Лучше бы духи подарил. Вообще никогда не спрашивал, что я хочу, потому что он лучше знает, что мне нужно. Он меня ужасно утомлял. Я хотела отдохнуть, побыть одной, мне нужно было свое пространство. Но как только я говорила, что хочу побыть одна, он сразу: ты меня не любишь. Несколько лет я честно изображала любовь, доказывала, что люблю его. Причем доказывала не столько ему, сколько самой себе. Потом у меня закончились силы. Мы ссорились. Доходило до матов. Я видела, что мы не слышим друг друга. Он меня страшно бесил. Его идеи, его мысли приводили меня в бешенство. Мне хотелось все прекратить и уйти. Как-то его переделать, но это был сплошной ад. Я вообще себе не принадлежала. Я реально была невменяемая. Я истерила не по-детски. Это очень выматывало. Был нервный срыв. Брала больничный, поскольку не могла идти на работу после скандалов. Мой второй муж, в отличие от первого, всегда обо мне заботился. Говорил, чем мне нужно делать, что мне следует развивать себя, заниматься собственной жизнью. Когда я наконец-то заняла своей собственной жизнью, перестала его поддерживать, уделять внимание, помогать с домом, он сказал, что я его больше не люблю. Он был прав. Я его никогда не любила. Точно так же, как никогда он меня не любил. Я честно пыталась изобразить любовь, заставить себя полюбить его. Он был хороший, действительно хороший и удобный вариант для жизни. Мы оба втайне надеялись, что никогда друг друга не бросим и сможем сделать друг друга счастливыми. Мы нужны друг другу. Мы делали вид, что с каждым днем любим друг друга все больше и больше, а на самом деле становились лишь слишком зависимы друг от друга. Мы как будто прилипали друг к другу. Могли ли мы сохранить семью? Даже сейчас, спустя более 3 лет после развода, уйдя в никуда, без денег и жилья, я не жалею. После развода я то и дело залипала на Тиндере, только чтобы не быть одной. Жизнь меня потрепала и после развода. Была куча свиданий, разочарований, секс на 1-2 раза, долги, но это уже другая история. Возвращаясь к разводу, я могу с уверенностью сказать, что я бы все равно ушла. Если не через год, то через 2. И даже если бы я не ушла, то он бы меня тогда бросил. Результат все равно один – мы бы расстались. Я долго думала, как люди живут без любви. Стерпится, слюбится. А почему у нас не стерпелось? Почему не слюбилось? Были ли вообще у нас шансы? Изначально наши отношения были ущербные. Сошлись 2 одиночества безысходности, жили мечтами, что мы друг друга никогда не бросим, всегда будем поддерживать друг друга. Мы созданы друг для друга, поскольку не можем жить друг без друга. Сейчас я понимаю, что это была не любовь, а чувство неполноценности, что мне нужен был тогда
мужчина, который может заполнить пустоту и как волшебник исполнить все мои желания и хотелки. А я буду только брать, ведь я достойна любви. Это награда за мое тяжелое детство. Я за это никогда его не брошу. Я действительно выбирала мужчину, которого никогда не брошу. Он тоже меня выбирал, потому что на фоне моего мужа-алкоголика он был для меня Бог. И я реально относилась к нему как к Богу. Когда со вторым мужем мы только познакомились, я считала себя бедной, несчастной девушкой, жертвой. И вообще я была такая белая и пушистая овечка, что я всех люблю, желаю всем самого хорошего, все готова делать и делаю, и душу готова дать. А потом я поняла, что никакая я не овечка, я преследователь. Я готова выбивать из человека любовь и уважение. Я тут, значит, люблю тебя изо всех сил. Ничего не жалею для тебя. А теперь ты должен, обязан в ответ дать мне любовь, поддержку, опору, деньги, развлечения, внимание и прочее. Раз я тебя люблю, ты должен. И как-то нечестно получается. Нечестной была я сама. Бескорыстно любить не умею. Только сейчас это понимаю. Но тогда я считала, что я его люблю, а он мной пользуется. Мне было с ним очень плохо, но без него было еще хуже. Я хотела быть с ним, но не могла причину понять, почему я хочу. Я с ним страдала, но не могла уйти. Я его не любила, я страдала, но не могла уйти. Мы сошлись не по любви, а из-за страха быть в одиночестве никому не нужными. Мне было очень тяжело писать это письмо. Сейчас я уже готова услышать правду и другой взгляд, даже если это будет неприятно. Я понимаю, что мужчины видят эту историю по-другому. Заранее прошу прощения, если задела чужие чувства. Я не обманывала ни первого, ни второго мужа. Тогда я действительно верила, что это любовь. Я могу любить только мужчин, которых можно пожалеть. Алкоголиков жалеют. Мужчин, которых бросила родная мама и жена, тоже жалеют. Когда мужчине не нужна жалость, они бросают жену. Мой второй муж бросил бы меня, он перерос меня. Ему не нужна была жалость. Он хотел отношений, детей, семью, жену, а не мамку. Чтобы меня не бросили, я ушла первая. Надеюсь на ваше понимание. Я буду читать комментарии. Знаю, что будут неприятные высказывания, но как есть, так есть. Данное письмо – это письмо реального человека. Смотрите, в этом письме очень много моментов, которые показывают, что вот есть ситуации, когда примирение невозможно. Потому что изначально отношения, они были не из состояния избытка, а недостатка. Как в этом письме написано, сошлись два одиночества от безысходности. То есть там не было ресурса, потенциала. Поэтому в этих ситуациях мы, к сожалению, ничего сделать не можем. Более подробный психологический разбор этого письма и ситуации смотрите в следующем ролике.